Невероятно свирепые охотники, на стороне которых масса в несколько тонн, поразительно развитый интеллект и сплоченная работа в команде. Это настоящие подводные волки с множеством действенных тактик, способных сломить самую надежную защиту. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герои сегодняшнего выпуска – гигантские дельфины, для которых нет ничего невозможного – касатки. Касатка – крупнейший плотоядный дельфин, длина которого может достигать 10 метров, а масса – 8 тонн. Этих млекопитающих можно узнать по контрастной черно-белой окраске, короткой голове и гигантской пасти, которую они охотно пускают в дело. Ареал обитания хищников охватывает почти весь мировой океан, включая как прибрежную полосу, так и открытые воды. Касатки – очень социальное животное. В зависимости от места обитания, они путешествуют группами численностью от 2 до 200 особей, которые связаны как тесными семейными узами, так и общими интересами, основными из которых является охота. Диета отдельных популяций почти полностью состоит из рыбы. Совместными усилиями дельфины сгоняют косяк ближе к поверхности и по очереди бьют гигантским хвостом, после чего им остается лишь проглотить оглушенную добычу. Однако большинство касаток предпочитают куда более серьезные трофеи. Морской берег – излюбленное прибежище тюленей. Здесь они выводят потомство и чувствуют себя в безопасности, однако это чувство ошибочно, когда неподалеку появляются огромные голодные дельфины. Касатка – единственный кит, который целенаправленно выбрасывается на берег, чтобы схватить паникующую жертву. Разумеется, при невероятном весе такие попытки таят смертельную опасность, но годы эволюции позволили охотникам усовершенствовать этот трюк до невероятной точности, позволяя балансировать между двух миров, чтобы настигнуть желанную цель и вернуться в море. Сильными рывками хищник быстро усмиряет добычу, попутно отделяя шкуру от плоти, после чего скрывается на глубине, чтобы спустя время нанести новый удар. Подобно акулам или пираньям, при изобилии доступной пищи касатки словно впадают в безумие, начиная бесконтрольно истреблять и поглощать все живое, что только лезет в гигантскую пасть. Что интересно, касатка не всегда атакует цель. Похоже, что она рискует жизнью, чтобы поиграть в кошки-мышки, хотя, возможно, таким образом мать показывает подрастающему поколению все тонкости охоты, передавая мастерство по наследству. Несмотря на впечатляющие размеры, касатка может охотиться на экстремально мелкой глубине, и это касается не только выбрасывания на берег. Хищники отлично знают, когда подростки отлучаются от матери и начинают самостоятельную жизнь. За скалистым берегом тюлени, казалось бы, надежно защищены, но даже здесь гигантские дельфины без труда находят лазейку. Учитывая глубину, это очень опасное мероприятие, но добыча стоит того, чтобы рискнуть. Мелководье с лихвой компенсируется беспечностью жертвы, которую удается застать врасплох. Внезапная атака, и охотники спешат утащить желанный трофей в привычную среду обитания, где массивные зубы длиной более 10 сантиметров быстро справляются со своей задачей. Морские львы – чрезвычайно умные тюлени, которые успешно охотятся на быструю и ловкую рыбу, но размер делает этих млекопитающих желанной мишенью касатки. Лучшая защита – стайный образ жизни. Когда тюлени знают об опасности, каждый из них старается быть начеку. Застать столь маневренных созданий врасплох непросто, но если пловца угораздило оказаться вдали от берега в одиночку, беда не заставит себя ждать. Касатка, словно заточенное копье, пронзает беспечную жертву. Морской лев все еще жив, но охотники не спешат атаковать вновь. Они словно играют со своей добычей, которая отчаянно пытается добраться до берега.
С каждой атакой касатки изматывают тюленя. Его зубы также могут быть очень опасны, но скоординированное нападение просто не оставляет бедняге шансов на защиту, и серия атак мощным хвостом ставит точку в погоне. Касатки представляют смертельную опасность даже для серых китов. Конечно, взрослые гиганты массой свыше 20 тонн вряд ли интересуют даже столь умелых охотников, но детеныши становятся желанной мишенью. Находясь в тесном контакте, беглецы пытаются уплыть на мелководье. В этой ситуации дельфины больше напоминают стаю волков, ведь они бросают все силы, чтобы отделить детеныша от матери. Хвост серого кита – серьезное оружие, но опытные касатки умело вклиниваются между матерью и детенышем. И если подобная тактика имеет успех, у одинокого малыша почти не остается шансов выжить. Хотя иногда объектом внимания могут стать даже синие киты – самые большие животные на планете. Но нападение на взрослую особь скорее исключение из правил. К тому же это больше похоже на развлечение, ведь дальше запугивания дело не пошло. Однако киты средних размеров вполне могут стать добычей, ведь численное превосходство становится решающим фактором. Внимательным стоит быть даже кровожадным акулам, ведь уступающие в размерах виды часто попадают на обеденный стол касаток. При этом зачастую дельфины нападают на них ради одной лишь питательной печени. При этом за последние годы фиксируется все больше случаев нападения касаток на большую белую акулу, о чем свидетельствуют вынесенные на берег туши, у которых отсутствует печень – типичный почерк хищных дельфинов. Нападая сплоченным коллективом, касатки утомляют огромного противника, после чего ударом мощного хвоста пытаются перевернуть акулу, что, как известно, вызывает тоническую неподвижность, состояние, в котором даже самая зубастая хищница может стать легкой добычей. Что касается отношений внутри стаи, в отличие от волков, касатки очень дружны и миролюбивы, поэтому даже напряженные моменты обходятся без драки. По размеру мозга они находятся на втором месте среди всех животных, уступая лишь кашалоту. По уровню сложности общество касаток ближе к слонам и высшим приматам. Но когда дело касается охоты, хищники, не задумываясь, нападают даже на дальних родственников – других дельфинов. Выигрывая в размерах втрое, касатки уступают мишеням в проворстве, но обладая невероятной выносливостью, они готовы к затяжной охоте. Подобно тактике с рыбой, охотники загоняют добычу в ловушку. Общаясь с помощью щелчков и своеобразного свиста, подводные волки координируют действия. Отбивая выбранную цель от стаи, они изматывают ее преследованием, а после идут на таран. Дезориентированная жертва все еще пытается оторваться, но против слаженных действий гигантов у нее нет шансов. Даже среди льдов эти сообразительные создания находят способ не остаться голодными. Здесь также обитает их излюбленная добыча, но на гигантском ледяном плоту тюленю нечего опасаться, до тех пор, пока изобретательность команды не выходит на новый уровень. Двигаясь синхронно, касатки создают мощную волну, которая дробит льдину на мелкие кусочки. Но добраться до цели все еще проблематично, поэтому дельфины вновь делают ход. На этот раз они запускают поверхностную волну такой силы, что тюленя просто смывает с его скромного укрытия. Опасаясь ответной реакции, команда пускает пузыри, сбивая с толку паникующую жертву, и это позволяет без лишних хлопот совершить финальную атаку. Невзирая на устрашающие размеры, касатки не нападают на людей, а редкие исключения скорее случайность. К счастью, в качестве источника пищи люди их совершенно не интересуют. Касатки – настоящие долгожители. Если самцы живут около 50 лет, то самки вполне могут дожить до 100-летнего юбилея.
Численность косаток оценивается примерно в 50 тысяч особей. Имея интеллект дельфина, размер кита и охотничий инстинкт акулы, эти создания не имеют врагов. Поэтому без вмешательства человека, скорее всего, они будут лишь процветать. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!